Всем привет! Сегодня мы будем выполнять чип-тюнинг вот такого замечательного блока SIM 271DE20 от Мерседеса C-шки. Вот сейчас, значит, согласно справке подключим проводочки к нему. Так, это у нас значит, к малому разъему будем подключаться, который вот этот поменьше разъем. Так, значит, второй, сейчас посветим туда, чтобы было лучше видно. Вот, значит, второй пин — это масса. Третий пин — неотключаемое питание. 15-й пин — отключаемое. И 41-й и 54-й — это коншина. Ну что, погнали подключать проводочки к нему. Значит, второй контакт у нас масса. Второй контакт у нас масса. Значит, третий — неотключаемое питание. Вот третий. Так, дальше 15-й пин — отключаемое питание. 15-й пин. Вот это вот у нас 7-й. И отсчитываем. 15-й пин. 7, 8, 9, 10. 15-й. Так. Все верно. Далее 41-й пин. Кан H. Беленький проводочек. Так. 4. Вот. Кан H. И 54-й у нас остается. Вот крайний — это 58-й у нас провод. Но они обычно друг напротив друга, так вот, чтобы лучше ориентироваться. Вот 8, 7, 6, 5, 4. Как раз вот друг напротив друга коншина у нас. Вот, подключили таким образом. Далее, значит, подключаем наш шнурок к гламур-боксу нашему. Гламур-боксу. Так, далее нам нужно... Фонарик нам больше не нужен. Фонарик нам более не нужен. Так, подключаем все шнурочки. Так, питание подключаем к гламур-боксу, запитываем. Вот, и переходим к программированию.
Вот. Значит, у нас запущена программа CombiLoader. Вот выбран уже соответствующий блок управления. И нажимаем чтение. Подготовка, получение доступа, загрузка драйвера. Все, пошло чтение флеша. Просто программа работает как автомат Калашникова. Видите, чтение флеша прям вообще молниеносно. Супер. Вот, выполняем чтение флеша. И также эта программа может выполнить и чтение EEPROM прямо через разъем диагностики. Ну, то есть через разъем ИБУ и также через разъем диагностики. Но в некоторых случаях через разъем диагностики стальная электроника не дает работать с блоком управления двигателя. Поэтому на столе как бы работа будет стопроцентно выполнена. Вот. Ну, можно попробовать, конечно, на машине для начала. Если не пошло, то снять блок. Все. Прошивка считана. Сохраняем ее. Так, вот. Новую папку. Файлы контейнеров. Нам не надо файлы, нам надо файлы флеш. Все, файл успешно сохранен. Смотрим, значит, 2 мегабайта. Все отлично. Давайте еще с EEPROM поработаем, что ли. Вот, EEPROM. Чтение. Загрузка драйвера. И все. Хоп, молниеносно считали EEPROM. Сохраняем. Опять же, файл EEPROM. Сохранить. Все. Вот видите, так вот. Без проблем мы поработали с данным блоком управления. Вот, кому понравился видосик, поддержите его лайком. Ну, соответственно, запись производится точно так же. То есть, ну, открываем файл и жмем запись. Все. Тут, как говорится, все ясно, должно быть и понятно. Всем пока, в общем, парни. До новых встреч. Пишите в комментариях, про что вы бы хотели посмотреть видео. Вот. Всем здоровья, всем удачи, всем пока.